Это видеоканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». Меня зовут Юнова Натали. Я рада вас приветствовать на своем видеоканале. Всем здравствуйте! Тема сегодняшней нашей передачи – это аптечные недорогие средства, которые помогут стать вам еще красивее. Сначала я вам расскажу про волосы, как их сделать объемными, блестящими и шелковистыми, прямо как в рекламе. В следующей части передачи я вам расскажу про аптечные средства, которые помогут вам ухаживать за лицом. Это касается тех, кому за 30. Дальше я вам расскажу, как можно укрепить ногти, чтобы они не отслаивались и не ломались. Еще я вам подскажу, какое аптечное средство можно применять для роста силы и красоты ресниц. Актуальная проблема для женщин – это растяжки на животе. Вы также узнаете, при помощи каких недорогих аптечных средств их можно убрать. Затем мы рассмотрим с вами, как можно убрать целлюлит, при помощи каких аптечных средств мы можем эффективно отбелить зубы. И последняя тема нашей передачи будет, как сделать красивыми и ухоженными руки. Итак, мои дорогие любимые зрители, начинаем с волос. Поехали! Первая проблема с волосами, которая доставляет жуткий дискомфорт, это перхоть. Как же от нее избавиться? Хорошее средство для профилактики и лечения перхоти – это паста Сульсена. Она также отлично питает и укрепляет волосы. Следующая проблема, с которой особенно часто сталкиваются обладатели жирных волос, это то, когда волосы быстро становятся грязными. Что делать? В этом вам поможет эфирное масло лаванды. Стоит добавить несколько капель в кондиционер для волос, и волосы долго не пачкаются. А теперь я вам подскажу препарат, который отлично и укрепляет, и стимулирует рост волос. Кстати, все эти препараты по стоимости до 100 рублей. Отличный стимулятор кожного покрова головы – это препарат Репивит. Там находятся все экстракты трав и масла, которые улучшают рост волос и укрепляют их. А теперь поговорим немного о масках для волос. Я вам подскажу 5 эффективных рецептов. Итак, маска номер 1. Она предназначена для быстрого роста волос. Все ингредиенты берете в равных частях, по 2 чайные ложки. Итак, нам понадобится масляный витамин А, по-другому его название ретинол. Второе. Масляный витамин Е. Когда взаимодействуют витамин А и Е, они усиливают эффект друг друга. Также нам понадобится сок натурального лимона. Хочу напомнить вам, что все ингредиенты мы берем ровно по 2 чайные ложки. И последний аптечный препарат, который нам необходим, это Демиксид. Кстати, Демиксид очень хорошо использовать в программе для похудения. Все препараты перемешиваем, наносим на чистые влажные волосы, под пленкой держим 1 час. Волосы растут очень быстро, правда немного жжет. Рецепт номер 2 используется при лечении выпадения волос. Для этого необходимо заранее за 2 часа до мытья головы, подчеркну, что горячее облепиховое масло в смеси с капелькой шампуня втереть в корни волос, укутать волосы пленкой и полотенцем и держать 2 часа, смыть волосы шампунем. Рецепт номер 3 для ускорения роста волос. Для того, чтобы волосы росли быстрее, необходимо 2 раза в неделю добавлять в горячее облепиховое масло 1 чайную ложку демиксида. Демиксид – это препарат для наружного применения, который помогает лекарствам и витаминам проникать глубже в кожу на клеточном уровне. Облепиховое масло само по себе ускоряет рост волос, а в смеси с этим препаратом помогает отрастить волосы на целых 3-4 см в месяц. Если заметите, что волосы перекармливаются маслом, то после масок ополаскивайте их яблочным уксусом, разбавленным наполовину водой. Отличная маска для волос – это рецепт номер 4. Для этого нам необходимо взять 2 столовых ложки коньяка, 1 столовую ложку меда. Естественно, ос мы в счет не берем, мне просто понравилась картинка. Добавляем 1 яичный желток и 4 столовых ложки репейного масла. Все ингредиенты тщательно перемешиваем. На предварительно вымытую голову наносим массу и втираем в корни волос. Укутываем волосы на 30 минут в пленку. Промываем волосы заваренной крапивой или ромашкой. После этой маски волосы блестят и не лезут. Рецепт номер 5. Маска для укрепления волос. Для этого вам необходимо перемешать настойку стручкового перца с касторовым маслом в пропорциях 1 к 1. На предварительно вымытые волосы наносите массу и втираете в корни волос. Под пленкой держите 30 минут. После этого тщательно смываете водой 2-3 раза вместе с шампунем.
Горький перец стимулирует кровообращение и усиливает действие касторового масла, помогает при выпадении волос при авитаминозе, особенно зимой и весной. А теперь мы с вами рассмотрим недорогие аптечные средства, которые необходимо применять для того, чтобы ухаживать за лицом. Итак, масло абрикосовое имеет богатый витаминами и минералами состав, получают из косточек абрикоса. Великолепно смягчает, делает кожу упругой, эластичной, нормализует работу сальных желез, способствует регенерации чувствительной и поврежденной кожи, а также слизистых оболочек. Массаж с использованием абрикосового масла доставит массу приятных ощущений, омолодит вашу кожу, придаст ей здоровый цвет. Отвар зверобоя. Если использовать его каждый день, то цвет лица становится с легким загаром и пропадают прыщики и сухость. Я делала кубики льда с ним. Витамины А и Вит отлично помогают от морщинок. Витамин А и Е мы также использовали в масках для волос. Помните? Следующее средство – это блефорогель. Там находится гиалуроновая кислота. Это отличное средство от мешков под глазами. Лучше использовать блефорогель номер 1. Если на ночь мазать кожу лица персиковым маслом, то на утро вы увидите, как это масло смягчает кожу. Кожа становится как у младенца, бархатная и мягкая. Вместо химических препаратов для чистки лица и снятия макияжа используйте настойку календулы, разбавленной водой 1 к 1. Для очищения кожи также можно использовать хлорид кальция, но его возможно использовать только при отсутствии воспалительных элементов. Это пилинг, настоящая голливудская чистка. На чистое сухое лицо наносят раствор хлористого кальция, далее ждете, пока высохнет, потом наносите второй слой и снова ждете подсыхания. Намыливаете руки детским мылом и массируете кожу, скатывая катушки. Механизм здесь следующий. Хлорид кальция взаимодействует с мылом, натриевая и калиевая соль высших карбоновых кислот, образуется хлорид калия или натрия и нерастворимая кальциевая соль высших карбоновых кислот, которая скатывается, попутно захватывая часть верхнего слоя кератиновых чешуек. Получается поверхностный щадящий пилинг. Гепариновая мазь помогает от отеков. Кстати, я отдельно снимала передачу про гепариновую мазь в косметологии. Смотрите подсказку. Ну а теперь поговорим про ногти. Как сделать, чтобы они не ломались и не отслаивались. Наливаем в пиалу оливковое масло и греем его на водяной бане. Предупрежу сразу, в микроволновке греть масло нельзя. Опускаем пальчики туда на 10 минут. Также хорошее средство для укрепления ногтей – это ванночки из морской соли. А как же сделать естественным образом ресницы, чтобы они были более длинные и пушистые? Возьмите чистую кисточку от туши и наносите на ресницы масло репейное либо касторовое. Курс 30 дней. А теперь поговорим о растяжках на коже. Я вам подскажу недорогой аптечный препарат, который помогает, а также подскажу рецепт натурального домашнего крема. Крем Клервин. Стоит он в районе 100-150 рублей. Хоть он и предназначен для рук, но отлично помогает от растяжек. А теперь рецепт натурального домашнего крема с мумией для лечения растяжек и мелких шрамов на коже. Для этого вам необходимо растворить 1 грамм мумиё в чайной ложке кипяченой воды, смешать с одним тюбиком детского крема. Втирать данный крем в проблемные места 1 раз в день в течение 3 месяцев. Этот крем хранить только в холодильнике. А теперь я вам расскажу, как можно избавиться от целлюлита. Избавиться от целлюлита возможно при помощи уксусных обертываний. Для этого в равных пропорциях вам необходимо перемешать яблочный уксус и воду. Можно добавить масло лимона, мяты или розмарина. На места, пораженные целлюлитом, наносится смесь. Далее эти места оборачиваются полиэтиленовой пленкой. Желательно надеть какую-либо теплую одежду и по желанию активно подвигаться или полежать под одеялом в течение получаса, максимум часа. Далее смесь смыть и использовать увлажняющий крем. Данные процедуры проводить 2 раза в неделю в течение 3 месяцев. Результаты на лицо, ну или на попу. Отбелить зубы можно в домашних условиях без посещения стоматологии. В результате вы получите белоснежную улыбку. Для этого вам необходимо растолочь активированный уголь, почистить зубы и хорошенько прополоскать. Данную процедуру делать 2 раза в неделю. И последнее, о чем я вам сегодня хочу рассказать, это дать пару советов, как сделать так, чтобы руки выглядели всегда ухоженными.
Рецепт болтушки для рук. Для этого вам необходимо смешать в равных количествах глицерин, 70% спирт и нашатырный спирт. Руки смазывать утром и вечером. Еще одно очень эффективное средство по уходу за руками – это молотый кофе, а точнее кофейная гуща. Я ее никогда не выбрасываю, а на 5-10 минут наношу на руки. После этого кожа становится очень-очень мягкой и нежной. Дорогие мои друзья, хочу обратить ваше внимание, что все мои советы носят только рекомендательный характер, и решать вам, использовать эти советы или нет. Перед началом применения используйте тест на аллергию, либо проконсультируйтесь с врачом. Это был видеоканал «Питание, здоровье и домашнее похудение», а с вами, как всегда, была Юнова Натали. Если понравилась передача, оцените работу и поставьте лайк. И не забудьте подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать диетические рецепты, а также последние новости про здоровье, про похудение и про красоту. Всем пока!